Всем привет! Вы на канале Вектор, с вами Владимир. И сегодня на обзоре у нас Kia Cerato 4-го поколения. Сразу скажу про внешку, мне она очень нравится. Вот реально, красавчики корейцы, но насколько я знаю, у них дизайнер сейчас немец. Вот, с большим опытом, и он немного немецкой темы перерисовал корейцам. Классно получилось, внешка обалденная, тачка такая народная, достаточно популярная. Вообще про Cerato хотел бы сказать, не все мне Cerato нравятся, мне очень понравилась Cerato 2-го поколения и 4-го поколения. Сейчас 2023 год, уже есть рестайловые, тоже красотки, прям классные тачки. Есть закосы вот в плане оптики бамперов, такой, знаете, под спорт немного, какие-то юбки, губа вот вытянутая. Конечно, это все бутафория, никакого тут спорта нет, но конкретно вот этот экземпляр у нас с 2-литровым двигателем, есть у них еще 1.6 двигатель, но я думаю, что ей маловато. Двушка прям оптимально под ее вес, в тонну 250, 2 литра, 150 лошадей, 192 крутящего момента, прям оптималка, едет уверенно. Набирает уверенно, в городе ее хватает за глаза этого мотора, вес небольшой, все классно. В продолжении о внешке. Ходовые огни, сделанные какими-то квадратиками, классно, стильно, красавчики, молодцы, все классно, все супер. Линзованная оптика, здесь стандартно шел галоген, то есть здесь уже собственник доустановил, по-моему, либо диода, либо ксенон. Свет стал лучше, туманки тоже были галогеновые, тоже он доустановил диоды туда, поворотнички на бампере такими полосками сделаны, классно, корейцы отрисовали классно, повторители на зеркалах, такие полосочки стильные, супер. Давайте посмотрим заднюю оптику. Задняя оптика у нас диодная, то есть вот габариты, стопы, все на диодах. Повторители только галоген, задний ход галоген. Опять же, классная фишка, классная тема, 2 задних хода, все симметрично, классно, корейцы красавчики отрисовали, супер. По заднему бамперу тоже есть накладочки, тоже такой небольшой закос на спорт, но одна выхлопная труба. Не знаю, что у нас тут еще интересного. Подсветка галоген. Могли бы уж диодики поставить. Камера заднего вида, но это комплектация. Интересный вариант. Слушайте, вот мне лично, вот прям внешка нравится, я не знаю, на 90%. Вот вообще этому автомобилю, конкретно этому автомобилю не хватает еще больших красивых колес. То есть что-нибудь хотя бы 17-е, 18-е, если сюда поставить, будет вообще прям пушка, прям конфетка. Убогий лючок бензобака. Не лючок, извиняюсь, люк бензобака. Вот, кстати, вот этот берем, вот сюда вот ставим. Примерно тема та же получится, реально. Зачем? Предлагаю посмотреть под капотку. Тяжелый капот. Кстати, реально очень тяжелый. Ужасно. 2 морика, пожалуйста, корейцы, прям пожалуйста, молю вас, классно тачку отрисовали. Именно этот экземпляр сконфигурировали классно, да, то есть 2-литровый мотор, как я уже сказал, 6-ступка, автомат классический, надежный, неубиваемый. Вот прям плюсы, и вот это прям, такой неприятный минус. Да, он незначительный, да, может быть, можно что-то заколхозить, да установить, но почему нельзя это сделать с завода? Под капотом ничего интересного,
Желательно собственнику периодически все-таки мыть подкапотное пространство, чтобы автомобиль дышал. Да и все. Закрываем капот. Смотрите, немного о косяках. Да, основная проблема, с которой собственник обращался к дилерам по гарантии, это передние парктроники. Что-то с ними происходит, там их перепаивают, что-то с ними делают, типа заводской брак. Но на дилере разговаривали, не единичный случай. Да? Из минусов руль затирается. Это прямо из таких косяков. И вот один момент, который, в принципе, уже у многих корейцев я встречал, который мне не нравится, это омыватели лобового стекла. Да? То есть здесь стоят не распылители, а форсунка. И раз, два и три струйки с каждой. То есть очень большой расход омывающей жидкости лобового стекла. Хотя на старых Цератах второго поколения, которое мне тоже очень нравится, там были распылители. Я не знаю, почему они ушли. Они договорились с производителями незамерзайки, видимо, там получают какие-то откаты, я не знаю, и делают такие бешеные расходы, и чистят стекло не очень хорошо. Вот. В остальном, в принципе, автомобиль хлопот не доставил. То есть каких-то прям глобальных моментов, чтобы там что-то случилось там с подвеской, с двигателем, с коробкой. Вот, ну, пробег 55 тысяч, вообще все хорошо, все работает, все классно. Нас ждет багажник. Багажник у нас открывается с кнопочки, а пружина сильно натянута, и такой эффект, как будто есть электропривод, но его здесь нет. Багажник грязный, объем 502 литра. Смотрите, сюда я забираться не буду, проем очень маленький. Забраться сюда можно, но потому что здесь грязно, ну, я сюда не полезу. Я этот багажник сравню с BMW 7, был объемом 500 литров. Здесь 502 литра объем багажника, поэтому я сюда умещусь. И еще бутылку воды 2-литровую с собой возьму. 100% мы здесь поместимся. Отделка багажника, ну, качество так себе, конечно, с премиум не сравнить. Вот. Но, тем не менее. Так, что у нас дальше? Полноразмерное колесо. Это литой диск даже здесь. Эти молодцы. Все в железе, никакой шумоизоляции, экономили как могли. Ну и ладно. Ничего интересного. Класс. Из багажника можно сложить второй ряд сидений. Смотрите. Да. Но надо будет обойти, сиденье складываем, то есть, но тем не менее из багажника можно это сделать. Хотя если вам нужно будет это сделать из салона, у вас тоже не получится. Вам придется сначала прийти в багажник, потом прийти в салон. Спорт, ребят, все. Корейцы думали о вашем здоровье, чтобы вы ходили, много двигались. Ручка, закрывание. Молодцы, есть за что взять ее и закрыть, потому что когда зима, там или осень, когда грязный автомобиль, то есть, ну, вот за эти вещи брать, ну, неприятно и не хочется. Вот, сейчас попробуем ее закрыть за ручку. Да, у меня получилось. В завершение багажника открыть багажник можно с кнопки, с ключа. И еще из салона около водительского сидения есть рычаг. Рычаг или, ну, флажочек вот такой вот, ну, тросик. Лючок бензобака тоже здесь открывается. Давайте откроем, посмотрим. Это за этим люком. Может быть, это сейф? Увы и ах. Крышка пластиковая, горловина. Ну, здесь, я не знаю, такое ощущение, как будто еще одна горловина должна быть. Где-то на чем-то экономят, видимо, без разницы, что за автомобиль, да, то есть у Церата не бывает дизельных двигателей. И такие лючки большие я видел на автомобилях, на дизельных, у которых есть система AdBlue, да, то есть дополнительная жидкость заливается, и там есть еще одна горловина. То есть, видимо, у корейцев
я не знаю, напечатали слишком много таких вот люков, что ли, огромных, и на все подряд стали их лепить. Без разницы, это какой-нибудь дизельный Sorento, там, я не знаю, хотя бы побольше Спартаж, Kia Mojave, и на Церато тоже сделаем, а что нет, красавчики вообще. Вот. Посмотрим второй ряд сидений. Смотрите, вот дверь такая, она ощущается, она не тяжелая, ручка на своем месте не болтается, то есть как бы, ну прям ручка, то есть я взял, открыл, как бы все классно, все супер, то есть японцам есть чему поучиться у корейцев в этом плане. Сижу сам за собой, пластиковая накладка на переднем сиденье, какие-то две ниши, но это совсем кто высокий, наверное. Но мне надо чуть-чуть спуститься, потому что потолок низко. Вот лично для меня, да, то есть для моего роста. Что у нас здесь есть? Подлокотник. Надо застегнуть диваны. Есть воздуховоды. Открываем. Печка, чтобы дуло, грело. Потому что сегодня на улице достаточно прохладно. Подлокотник. Спинка не регулируется, но наклон, в принципе, спинки удобный. Ну, мне комфортно. Смотрите, корейцы у немцев срисовали крепление ремня безопасности верхней части. Смотрите, низко, да, то есть не на стойках. Здесь они сделали форточку, и ремень, он уходит ниже. То есть, опять же, это плюс для маленьких детей, которые двигаются на бустерах, на каких-то детских устройствах удерживающих. Им не надо колхозить какие-то вот эти треугольнички, то есть их просто пристегиваете, и ну, шею им не натирает, все хорошо, все классно. Здесь есть у нас подогрев второго ряда сидений, двухдиапазонный, стекла заблокированы, доводчиков нету, стеклоподъемников. Да и все. Больше здесь ничего интересного. Салон у нас тканевый, тряпка тактильно приятная. Здесь такая более шершавая, более грубая какая-то, ну, не напрягает. Вот я сейчас устроился, мне в принципе удобно, комфортно. И из косяков еще по регулировке сидения нет поясничной регулировки механические. Угол наклона спинки регулируется флажочком, удобно. Есть лифт сидения, достаточно большой диапазон. Сейчас мы его опустим. Слушайте, здесь очень большой диапазон. Все, как всегда, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. Слушайте, ну это прям... Это надо делать каждое утро вместо зарядки. Тык-тык-тык. Класс. Смотрите, дальше, что у нас тут есть интересного? Система стабилизации, датчики давления шин, подсветка, корректор фар механический получается, то есть никакого автокорректора здесь нет. Воздуховоды сразу чувствуются, рука немцев. Закрыли, открыли, настроили. Ну, в принципе, диапазон такой достаточно большой, интересно. Вот, все, открываем, все классно. На двери. Зеркала у нас с электроприводом, электроскладывание, блокировка, 4 стеклоподъемника. Автодоводчик только на водительской двери. Вот, все. Все остальные стеклоподъемники, они без автодоводчика. Корейцы сэкономили. Дальше, что у нас по рулю еще здесь есть интересного? Диапазон регулировок. Ну, в принципе, нормальный. То есть, ну, и по вылету, и по углу наклона можно опустить. Вот так вот я себе настрою. Кочерга тут какая-то непонятная.
Здесь Bluetooth, управление телефоном, выведены кнопки все на левую сторону, мультимедиа получается, здесь бортовой компьютер и круиз-контроль. Все удобно, все под рукой, все классно, но руль уже затирается, пробег на автомобиле 55 тысяч. Вот, уже есть маленькие потертости, большие потертости, смотрите, 55 тысяч пробега. Пора ехать по гарантии и руль менять. Вот мультимедиа экран, тоже опять же немецкая тема. Они первые начали устанавливать эти мониторы. То есть на панель их ставить, да, то есть как бы вырезать из общего монолита панели приборов. То есть они ее поставили просто там, кто-то сверху доставили, там кто-то ниже, кто-то выше. Здесь тоже не обошло стороной. Оставили кнопки, здесь сенсор, да, плюс кнопки, в принципе нормально. Звук регулируется крутилками. Я думаю, что все-таки их надо оставлять, переводить полностью все на сенсорное управление не стоит. Ну, мне нравится больше, когда есть альтернатива переключения, да, я пользуюсь тем, что мне удобно. Дальше климат-контроль у нас двухзонный. Это опять же из-за комплектации. Есть комплектации попроще, есть комплектации просто с кондиционером, вообще без климата. Кнопка старт-стоп, подогрев заднего стекла и зеркал, обдув лобового, ну и настройки как бы просто по печке. Дальше есть полочка для телефона. Беспроводной зарядки здесь нет. Не знаю, это не самая максимальная комплектация. Может быть, в максималках и бывает. Хотя очень хотелось бы беспроводной зарядки. Розеточки 12 вольт, извиняюсь. AUX, USB, мультимедиа, все подключается, Bluetooth синхронизируется, все четко, автомобиль запоминает телефон, не надо постоянно что-то настраиваться, Bluetooth включен, телефон, если уже есть здесь в памяти, все, то есть вы сели, там разговариваете, слушаете музыку, все класс. Дальше, рычаг КПП, ну, интересный, как бы, ну, такой, удобно. Такое у него исполнение. Ладно, дальше у нас здесь есть подогрев передних сидений, подогрев руля, парктроники включить-выключить, драйв мод. То есть здесь три режима: это комфорт, эко и смарт. Смарт он подстраивается под вас, то есть под вашу манеру езды, поэтому пусть машина двигается в смарте. Ручник обычный, подлокотник. Подлокотник находится очень далеко назад. Если с небольшим ростом, он будет неудобный. То есть, если просто я вам покажу, вот, ну, кто-то там, я не знаю, там близко подъезжает к рулю, да, то есть, на что облокотиться? То есть, ну я краешком там чуть-чуть как-нибудь, да, неудобно. То есть, хотя бы сделали бы его, чтобы он регулировался, то есть, двигался. Вот это не кожа, это пластик. Мягкий, но пластик. Кожу я здесь нашел только на обшивке дверей. Кожа, естественно, не натуральная, и есть только она вот здесь. Вот. Это единственное место, где есть кожа в данном автомобиле. Все остальное пластик. Мягкий, но пластик. Это деревянный, но пластик. Это совсем деревянный пластик. Это вообще дешманский пластик. Короче, ну, блин. Облегчали, экономили, пытались сделать бюджетку, но в наших реалиях 23 года это не бюджетка. В 2021 году, когда эту машину покупали, она стоила 1 850 000. Сейчас я посмотрел на вторички с новыми, вы понимаете, да, проблема. Купить автомобили они есть, но тяжело, и по ценам там совсем все непонятно. То есть это надо конкретно приезжать, конкретно узнавать, какая цена. Я посмотрел по вторичке. Вот такое исполнение, 2-литровый двигатель, примерно эта комплектация стоит 2,5 миллиона рублей. То есть разбег колоссальный от состояния автомобиля от 2 до 3 миллионов рублей. То есть там, ну и плюс-минус комплектация. Вот подобный экземпляр, где есть выбор, это 2,5 миллиона рублей. Это очень дорого, ребят. Это очень, она классная.
Она красивая, да, то есть в ней есть вроде все необходимое, но не на 2,5 миллиона рублей. Про безопасность хотел сказать. Здесь не самая бедная комплектация. Здесь 6 подушек безопасности, то есть там в руле, в торпеде, в сиденье. Шторки боковые есть, молодцы, добавили. По обзору остекление нормальное, но мне не хватает обзора в зеркала. Зеркала очень маленькие, то есть внешне они смотрятся стильно, отрисовали красиво для общего образа автомобиля, но не практично. Они реально очень маленькие, ничего они там не увеличивают, не приближают зеркало, никак не делится. Недоработка. Предлагаю прокатиться, посмотреть, как она себя ведет. По подвеске сразу хотел сказать, это бюджетка, да, в плане того, что впереди здесь независимая подвеска, сзади здесь балка. Практично в плане того, что ломаться нечему, вы можете грузить там, я не знаю, сколько угодно и как угодно, да, если что-то там и сломается, то, я не знаю, ну, пружина, морики и, в принципе, все. Балку сломать, ну, нереально. Ее только можно выбить об какой-нибудь пенек. Но это сказывается на движении. То есть машина менее управляемая, не такая комфортная на больших скоростях. Большие скорости это за 140. Вот до 140 машина, ну, как бы, я не знаю, ну, мне кажется, вы сильно не почувствуете и не определите разница, что за подвеска там впереди или сзади. Но на скоростях свыше 140 это будет ощущаться, то есть она будет такая побалтываться. Шумоизоляции не хватает. Прям очень не хватает. Сейчас посмотрим радиус разворота у нее. Тоже вот тут есть у нас маленький пятачок. Сейчас пропустим машину. Я думал, ей надо места меньше. Минус еще небольшой. Очень тяжелый руль. Здесь электроусилитель. Даже я вот попытался, вот этот Drive Mode. Никак он не настраивает его, если только на скорости. То есть он немного наливается в режиме спорт, он еще жестче становится. Но даже в режиме комфорт, эко, он, ну, очень тяжелый. Говорить про какую-то рулежку, там, я не знаю, комфорт, ну, смысла нет. Это просто автомобиль, это просто средство передвижения, красивое, стильное, интересное. По начинке есть все необходимое. Это вот я уже все перечислял, да, там климат-контроль, мультимедиа, камера заднего вида есть вот в конкретной комплектации. Даже в движении руль тугой. Слушайте, ну прям напрягает реально. Можно было бы сделать и помягче. Не. Внешка немного закошена под спорта. И, короче, они не стали заморачиваться. Электроусилитель настраивать зачем. Вот на сегодняшний день вообще вот по конкурентам посмотрел. Из прямых конкурентов у данного автомобиля это у нас получается Hyundai Elantra, Toyota Corolla, да и все, наверное, из того, что, ну, действительно есть на рынке, из того, что можно купить, что можно повыбирать. Я бы отдал предпочтение Cerato. Ну, потому что у Toyota не бывает двухлитрового двигателя, по-моему, там только 1.6, насколько я помню. Вот, там тоже какие-то конфигураторы с коробками непонятные, там, я помню, у них и роботы были, и вариаторы были на этих Короллах, однозначно нет. Поэтому среди них, да, и Toyota всегда дороже. Elantra здесь уже чисто внешка на любителя, да, то есть, ну, мне эта машина нравится больше. Но за 2,5 миллиона рублей, опять же, можно заглянуть на вторичке на что-то более
премиальная, брендовая, комфортная и безопасная, да, то есть они будут, может быть, по годам чуть-чуть постарее, если даже в этом классе посмотреть на какие-нибудь, там, я не знаю, Audi A4, там, я не знаю, BMW тройки, Mercedes, Цешки, даже, возможно, Ешки в этом, ну, ценовом диапазоне. Единственное, что их нужно просто правильно выбрать, подобрать с правильными двигателями, правильными коробками, там, и по приводу уже все по желанию. И все, что у них есть, все, что они предлагают, да, у немцев очень много всяких разных вариаций автомобилей, поэтому я бы, наверное, предпочтение отдал им. В настоящих реалиях цен, да, которые сейчас присутствуют. Есть еще сейчас китайцы, да, я уже даже не разбираюсь в названиях, их столько зашло на рынок, но у меня к ним доверия нету от слова совсем, там не нашел я никаких испытаний про эти автомобили, поэтому я их в сравнении даже брать не буду. Однозначно я считаю, что кореец будет намного интереснее, надежнее, практичней, экономически выгоднее нового китайца. Это прям мое сугубо личное мнение, я его вам сейчас высказываю, говорю, обязательно возьму китайцев, обязательно оттестирую и обязательно расскажу определенные истории про этих китайцев. Ну и в завершении нашего обзора хотел сказать, наверное, следующее. Неплохой автомобиль, прям достойный вариант, но я считаю, что очень дорого. Конечно, рынок диктует свои условия. На рынке есть выбор, на рынке есть альтернативы. Каждый сделает выбор для себя сам. Либо вот максимально свежее, там, я не знаю, Kia, либо маленечко постарее, но это будет что-то немецкое качественное, да, как бы брендовое, комфортное, безопасное. Этот автомобиль лично мне понравился. Симпатяга, начинка оптимальная, все необходимое в ней есть, все классно. Спросил собственника автомобиля, да, оборачивается ли он на свой автомобиль, когда уходит. Он мне прям однозначно сказал да. Вот он уже двигается на ней 2 года, там проехал 55 тысяч километров, и он все равно до сих пор от нее кайфует. Я считаю, это достойный вариант получился. Корейцы классно отрисовали. Да и в принципе все. Вы были на канале Вектор, с вами был Владимир. Дорогие мои, всем пока. Ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы. До скорой встречи. Скоро будут еще новые классные тачки. Всем пока.